Всем привет на канале Автошмидт. Сегодня у нас ВАЗ-2111 2007 года выпуска, пробег. Будем менять подрулевые выключатели. Причина замены выключателей: стали работать они уже некорректно. Можно сказать, уже расхлябаны. Но вот это на световую сигнализацию, то есть на поворотнике. И уже при вывороте руля уже не выключается самостоятельно. Включаем поворотник. Руль выкручиваем, после возвращения в исходное положение сам не отключается поворотник. То есть приходится его выключать дополнительно. То же самое в другую сторону. Что касается омывателя стекла, то здесь на лобовое стекло омывание как бы нормально срабатывает. То если уже назад, щетки начинают работать сзади, а моторчик работает, как бы бывает, через раз подмыкает. То есть бывает есть контакт, нету контакта. Будем производить замену. Для того, чтобы поменять переключатель, нам необходимо снять вот эту обшивку рулевой колонки. То есть вот верхняя часть и нижняя часть. Сверху у нас два винта. Как-то оно все хлипенько болтается. Не знаю, крепится. Ну, сейчас попробуем сначала откручивать, конечно. Два винта. Вот ниже два. Также видимо здесь вот саморезы. Один. Здесь вот тоже саморезы есть. Уже болтается. Тут, я так понимаю, менялся замок зажигания, потому что вижу как-то... Короче, здесь кто-то был. Все, откручиваем. Так, ну, судя по всему, тут особого крепления нет. Я вижу, что то ли оно сломано, то ли я не знаю. Вот, болтается. Болтается как-то так. То ли оторвано, там вон вижу, винт торчит, тот, что снизу должен откручиваться. То есть здесь крепления нет. Справа и слева аналогично. Держит, получается, те, что нижние винты. Попробуем их открутить. Так, снизу. Да, снизу есть, слышно. Так, здесь есть. Так, что у нас здесь? Здесь, похоже, тоже что-то болтается. То ли повыламывали крепление. Это непонятно. О, отвертка вообще проваливается. Класс. Тут крепления нет. Откручиваем винт. Ага, он, наверное, только и держал, судя по всему. И вот у нас саморезик. Так, наверное, это все. Так, теперь вот эту рукоятку опускаем вниз. Вот так. Снимаем нижний кожух. Что мы видим? Ну да, выломано одно крепление нижнее, выломано такое же верхнее. Не знаю, так в принципе тут все нормально должно демонтироваться. Кто тут так орудовал? Ну ладно. Один винт остался. Вместо того, чтобы выкрутиться. И сверху тоже видим крепления. Сверху вообще крепления вырванные. Здесь вот вижу. И вот.
Да. Так, снимаем уплотнительное колечко на замок. Лапку опускаем вниз и также опускаем колоночку рулевую. Теперь без проблем снимаем верхнюю часть кожуха. Крепления все вырваны, только один болт крепил, к сожалению. Понятно. Во избежание неприятностей скинем минусовую клемму. Начнем с переключателя омывателя. Нажимаем вот здесь ушки и тянем на себя вот так. Раз. Все, видим вот наш переключатель с фишкой. Теперь нужно отсоединить фишку. Вот такой фирмы у нас переключатель. Устанавливаем. До упора. Все. Все, до щелчка на месте. Смотрим так визуально режимы. Так, есть. Снимаем и выключатель поворотников. Нажимаем на ушки. Все, вот, и отсоединяем клемму. Все, отсоединили. Вроде такой же фирмы. Так. Соединяем переключатель. Так. И также отапливаем усики вот так, с двух сторон. И вставляем до щелчка. Все. Накинули клемму. Зажигание. Поворотник работает. Дальний свет. Работает. Так, что касается омывателя. Все работает. Просто. На всех режимах работает. Задний дворник. Вижу я в зеркало заднего вида. Он работает. Моторчик работает. Собираем в обратной последовательности. Так, кожушок завели. Колечко уплотнительное. Так вот. Устанавливаем нижнюю часть кожуха. Так, рукоятку сразу поднимаем вот так, чтобы завести можно было. Заводим нашего кожух. Сразу прихватываем, потому что развалится наша конструкция. Крепление поломано, это, конечно, не есть хорошо, болтается. Так, ну, этот винт мы подтянули. И еще два самореза. Все остальное сломано. Фиксируем рукояточку. Саморезик уцелел, подтянули. Еще один
Саморезик уцелел. Все. Он снизу более-менее держится. Вообще, конечно, не знаю, что тут делали. Ну, пожалуйста. Крепление сломано. Сейчас сверху еще подтяну. Ну, там худо-бедно обратно крепление собрали. Один винт и два самореза на верхнюю и нижнюю часть кожуха. Ну, все остальное выломано. Проверяем теперь в собранном виде. Включаем зажигание. Поворотники работают. Дальний свет есть. Так. Омыватель работает. То же самое задний. Ну, на этом все. Замена подрулевых выключателей на ВАЗ-2111 закончена. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.